Этот рецепт простой, доступный и при этом с характером. Он подойдет и на праздник, и на каждый день. Нам понадобится 2 средних баклажана. Я нарезаю их кубиком, примерно 1,5–2 см. Хорошо также подойдут для этого рецепта баклажаны белого цвета. Напишите, как вы думаете, почему и вообще есть ли разница. Интересно будет почитать ваше мнение. Список продуктов, как всегда, вы найдете в описании под этим видео. Ставлю сковороду на сильный огонь, наливаю растительное масло. Первым делом жарю баклажаны на сильном огне пару минут, чтобы они схватились корочкой и не впитывали слишком много масла. Затем убавляю огонь до среднего, добавляю соль, немного свежемолотого черного перца и в конце, когда баклажаны уже наполовину готовы, выдавливаю чеснок через пресс. Помешиваю непрерывно. Как только кубики стали мягкими и приобрели аппетитный золотистый цвет, снимаю их со сковороды и пересыпаю в тарелку для остывания. Отправляю в прохладное место. Далее беру одну репчатую луковицу и нарезаю ее мелким кубиком. На ту же сковороду, где жарились баклажаны, наливаю чуть масла и кладу лук. Спасибо, что подписываетесь на канал. Пишите отзыв о рецепте. Я читаю все ваши комментарии. Мне очень приятно. Пока лук жарится до полуготовности, натираю одну среднюю морковь на крупной терке и отправляю ее в сковороду к луку. Вместе обжариваю пару минут. И в конце добавляю буквально щепотку сахара. Это маленький лайфхак для усиления вкуса моркови. Овощи с луком также отставляю остывать. У нас еще 3 отварных яйца. Я их заранее отварила вкрутую и натерла на терке. Этот этап я пропущу, чтобы ускорить процесс. Собираем салат. На дно тарелки или в форму укладываю слой остывших баклажанов. Они получаются почти как грибы. Следующий тонкий слой – майонез. Для удобства набрала его в кондитерский мешок и наношу. Так салат держит форму. Поверх майонеза выкладываю слой остывшего лука с морковью. Снова рисунок майонеза. Затем равномерно распределяю натертые яйца. Еще один слой майонеза. Далее плавленый сыр. У меня 2 упаковки обычного сливочного плавленого сыра. Чтобы он легче натирался и не прилипал к терке, заранее положите его в морозилку на 20–30 минут. Затем терка идет как по маслу. Натираю сыр на крупной терке прямо над салатом и аккуратно вилкой распределяю по поверхности. Украсить можно по-разному. У меня помидор и петрушка. Но пойдет и зеленый лук, и кусочки болгарского перца. Выбирайте по сезону и настроению. Праздничный или повседневный он всегда выигрывает. Насыщенный вкус, баклажаны действительно напоминают грибы, а сочетание с луком, морковью и плавленным сыром делает салат очень вкусным. Попробуйте и обязательно напишите, как вам салат. Несколько подсказок, которые экономят время и делают блюдо аккуратнее. Чеснок добавляйте ближе к концу жарки, иначе он горчит. Если баклажаны дали слишком много сока, перед жаркой откиньте их на сито или промокните бумажным полотенцем. Немного лишней влаги нам ни к чему. Для аромата можно в лук с морковью в конце положить щепотку сушеного тимьяна или базилика. Это придаст закуске более итальянский оттенок. Еще пару советов по выбору баклажанов. Если хотите минимизировать горечь и крупные семечки, берите плоды помельче. Посмотрите на баклажан, он должен быть упругим, без мягких темных пятен. Напоминаю, список всех продуктов будет в описании под видео. Там же я оставлю ссылки на другие рецепты, если вы любите такие домашние закуски. Обязательно посмотрите эти варианты. У меня на канале много простых рецептов, которые легко повторить и которые достойны вашей повседневной кухни. Салат получается насыщенный. У баклажанов приятная грибная мясистость, лук дает сладость, морковь свежую текстуру, яйца и плавленый сыр кремовость и сытность. Если вам понравился рецепт, сохраните видео, чтобы не потерять его. Поставьте лайк, поделитесь с друзьями. Приятного аппетита!